Друзья, всем привет! Меня зовут Стефан, и я хотел бы вас кое о чем спросить. Знали ли вы, что возраст миллионеров долларовых и миллиардеров с каждым годом уменьшается? Когда-то самый ранний долларовый миллиардер был в 52 года. Сейчас самый ранний миллиардер примерно 28 лет. Да, конечно, вы можете сказать, что происходит инфляция, ценность денег, она уменьшается, но факт остается одним – люди становятся богаче гораздо раньше. И сегодня с нами Карл Замун. Это человек, который не выглядит как классические предприниматели в таком пиджаке, знаете, серьезный, с бородой, с пузом. А посмотрите на этого молодого человека, на этого молодого парня, состояние которого Forbes оценивается больше 100 миллионов долларов. В связи, кстати, с этим феноменом Forbes создал новое подразделение. Это Forbes ниже 30 лет. То есть Forbes тоже чувствует того, что вот уже нужно как-то выделить отдельно тех, кто стал богатым по молодости. У меня есть очень много интересных вопросов к Карлу, потому что я вдохновляюсь тем, что он делает, я вдохновляюсь тем результатом, к которому он пришел, и сегодня мы с ним пообщаемся. К сожалению, он не говорит на русском, а мы с вами общаемся на русском языке, у нас для этого есть переводчик, и вы будете комфортно слушать перевод от первого лица. Карл, привет! Как твои дела? Очень хорошо. Как дела? На этот вопрос даже не понадобился переводчик. Меня зовут Карл. Я люблю биткоин. Окей. Да. Это неожиданно. Карл, я так понимаю, был в России. Карл, ты был в Москве? Почему? Откуда ты знаешь русские слова? Yeah, I've been to Moscow a couple of times. Very beautiful city. Я был в Москве несколько раз. Очень красивый город. Я знаю русский, потому что... Ну, ты знаешь, я оставлю это в секрете. Почему я знаю русский? Карл Замун, парень, которому меньше 30 лет, он родом из Швеции, какое-то время назад работавший обычным кассиром в магазине, обычном продуктовом магазине, инвестируя в криптостартапы, стал долларовым миллиардером. Что из этого неправда или не совсем так? Я не знаю, где ты взял эти числа про меня, но я делаю хорошие деньги, это точно. Если вы меня прогуглите, то про меня пишут много разных спекуляций. Но я вообще сам не знаю точно, сколько у меня денег. Если ты спросишь меня на этой неделе, будет одна цифра. 3 недели спустя это может быть на 100% больше или на 50% меньше. Все зависит от курса биткоина, эфира, стоимости моих стартапов и компаний. Люди часто спекулируют насчет моего состояния, но, честно, я не знаю. Я часто инвестирую в криптостартапы, уже проинвестировал в 400 компаний, и еще у меня есть узнаваемость в соцсетях. Я один из 10 самых популярных криптолюдей. Я делаю много всего, и все это крипто. У меня вообще очень большая страсть к крипте, и больше ничем другим не хочу заниматься. Окей, это очень круто. Карл очень красиво съехал с вопроса о его состоянии, что правильно, и мы ни в коем случае не будем влазить в его какие-то личные данные. Карл, хотел бы задать несколько вопросов о твоем детстве, а именно о твоих родителях. Потому что, как я считаю, родители — это то, с чего начинается их ребенок. Твое начало — это твои родители. Мне очень интересно узнать, кем они были, кем они работали или чем занимались до того, как ты стал тем, кем ты стал, и чем они занимаются сейчас. Мои родители из Швеции. Я родился и вырос с ними там. Они до сих пор живут в Швеции, и раньше они работали юристами. Они познакомились в юридической школе, и они всегда хотели, чтобы я стал адвокатом или какой-то такой занялся нормальной работой. Я сам хотел этого для себя, когда был очень маленький.
Но позже я обнаружил, что это не мое. Я не вижу способа для себя этим заниматься. И потому что это все было не для меня. Я не мог закончить школу. У меня синдром невнимательности. Я не могу сосредоточиться, читать большие тексты. В школе все хотят, чтобы ты читал много длинных текстов. Так что мои родители были напуганы, когда узнали, что я хочу делать онлайн-криптобизнес. Они не имели ни малейшего представления об этом и сказали мне, что я не должен этого делать. Сказали, что я должен перестать сидеть за компьютером весь день и пойти заниматься нормальной работой, получить образование. Но я настаивал, что это мое, что я хочу заниматься именно этим. И возвращаясь назад, я скажу, что я не зарабатывал много денег на крипте, но в конце концов смог получить небольшой доход. И как только я заработал больше денег, чем в продуктовом магазине, где я работал, они сказали «хорошо», и они поддержали меня. Теперь мы очень счастливы. Они гордятся тем, что я зарабатываю большие деньги, настолько большие, чем они заработали за всю свою жизнь. И им не о чем беспокоиться. Я думаю, что это твоя фраза о том, что ты заработал больше денег, чем они когда-либо могли вообще себе представить, является огромной мотивацией для многих из наших зрителей. Мне было бы очень интересно узнать, каким ты был в детстве, каким тебя воспринимали твои одноклассники, твои друзья, твои родители, какие можно было бы подметить особенности в тебе в детстве, которые явно бросались в глаза. Когда я был ребенком, я всегда был очень энергичным. У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, поэтому у меня много энергии. Я всегда делал много и пробовал много новых вещей. Я люблю соперничать. Люди говорят обо мне как о человеке, который легко принимает материал и сразу же вникает в его. Это потому, что я хочу быть лучшим. Я всегда очень стараюсь. Если я начинал что-то делать, например, играть в теннис или заниматься спортом, я всегда старался быть лучшим. У меня есть амбиции стать лучшим, и я конкурентоспособный в инновационных вещах. Но в школе я был темной лошадкой. Я не мог сфокусироваться на уроках, поэтому я все время говорил, и учителя меня ненавидели. Но каким-то образом я всегда получал хорошие оценки до 9 класса, потому что я умею запоминать, хорошо запоминать, и на тестах я мог легко написать тест и получить хорошую оценку. Поэтому я не был вовлечен на уроках, но всегда получал хорошие оценки в итоге. Я всегда старался получить самый высокий балл. И это продолжалось до того момента, пока школы не стало слишком много для меня, и я просто бросил учебу, потому что больше я не находил мотивации для нее в целом. Окей. Вопрос такой. Было ли у тебя с детства желание зарабатывать? Когда оно появилось? Когда-то позже? Или ты с детства испытывал некий интерес и некоторое вдохновение, когда видел богатых людей, дорогие машины и так далее? Когда я был очень молод, я всегда как-то говорил себе, что буду богатым, когда мне исполнится 30 лет. Я сказал себе это много раз. Это был не миллион, не сотни миллионов, но я точно хотел стать состоятельным, иметь возможность купить любую машину, все, что я захочу. У меня не было плана, и только позже, когда я работал в продуктовом магазине в Швеции, моей зарплаты хватало только на выживание, и в какой-то момент я подумал, что я становлюсь старше. И если я собираюсь стать богатым человеком, пришло время сделать что-то для этого.
about the universe, the law of attraction, and how to. И я начал исследовать Вселенную, законы притяжения, And и начал вести себя так, как будто я уже успешный человек. as if I'm already successful. I started to behave as a successful person. I started to try to feel the energy of already having what I want. And I started to visualize private jets. И я начал визуализировать частные самолеты, Бугатти и даже те часы, которые сейчас на моей руке. Я влюблен в этот бренд часов, потому что они необыкновенно красивые. Когда у меня не было этих часов, я представлял, что они уже на моей руке. Хотя я не мог это купить. Это стоило бы многих лет работы в магазине. Но я был на пути к сумасшедшей мечте. И для меня это было то, во что я действительно верю. Также я изменил свое изображение телефона на частный самолет, чтобы думать, что могу летать на частном самолете все время. И я думаю, что это очень важно для достижения любой цели в жизни. Важно для достижения любой цели в жизни иметь этот энергетический уровень внутри, чтобы внешнее соответствовало этому уровню энергии. Поэтому все является энергией, внутренней и внешней. Я притягиваю больше энергии из внешнего мира, потому что все в жизни есть энергия. И если вы перепрограммируете свой разум, свое подсознание и свои энергетические уровни, тогда вы можете очень быстро получить все, что вы хотите в жизни. Всего 4 года назад я все еще работал в продуктовом магазине, а теперь я состоятельный человек, живущий своей свободной жизнью, и я очень рад этому. Поэтому я надеюсь, что я смогу вдохновить людей сделать так же, как я. Очень круто. Очень круто. Ты знаешь, интересно то, что очень многие духовные люди, которые понимают мироустройство и то, как работает Вселенная, они очень схожи с твоим мнением, но при этом они считают, что это никак вообще не может быть использовано в материальном мире. Такие люди сидят в горах или живут на Бали, и получается так, что я, коммуницируя с ними, слышу все то же самое, что слышу от тебя сейчас. Они находятся там, и ни в коем случае даже не могут себе предположить, что кто-то, кто зарабатывает миллионы долларов, использует абсолютно те же инструменты. Для них это вот несовместимые вещи. И, по сути говоря, ты тот самый человек, который совместил духовное и материальное в одном теле. Well, actually, there is no difference between the spiritual world and the material. На самом деле нет никакой разницы между духовным и материальным миром. Все одно и то же. Мы так воспринимаем материальный мир. Все это голограмма. Это просто энергия, точно так же и с нашим сознанием. So, just like Мы все просто энергия, вибрации. then we have a physical Да, у нас есть физическое тело, которое мы используем для перехода к физической реальности. realm, but actually this world, Но этот мир, этот физический мир, как я сказал, просто энергия и вибрации. Это квантовая физика, ее основы. Я это не выдумываю сейчас. И если вы углубитесь в самые основы мироздания, обнаружите, что в основном Вселенная — это симфония вибраций. Например, как этот стакан воды. Он на самом деле не существует. Вернее, существует только в нашем уме, как что-то, что только мы воспринимаем как физическое. Но на самом деле это просто информация. Как в любой компьютерной игре, такой как GTA и The Sims, в играх вы видите дома, машины, персонажей, но эти предметы на самом деле не существуют. Это просто информация, это компьютерный код.
который мы интерпретируем с помощью процессора в изображение и понимаем это как реальное. Мир, Вселенная — это то же самое, только существующее, только как информация. Мы чувствуем это реальным, когда мы наблюдаем за ними. И это квантовая физика. И как только вы это поймете, вы станете очень сильным и сможете воздействовать на внешнюю энергию. Поэтому люди, которые духовны, но которые еще верят, что существует физический мир, они не духовны на самом деле, потому что они не поняли природу реальности. Даже если они знали, но до конца не понимали самого главного, что они могут изменить мир и изменить себя, так, как это сделал я. Я думаю, что мир похож на компьютерную игру. Вы можете сделать его любым, каким захотите. Вы хотите деньги, машины, частные самолеты, вам нужны друзья. Можете стать знаменитым, успешным. Вы можете привлечь в жизнь все, что хотите. Это очень легко, если вы знаете законы притяжения. Energy in the way that I did. Удивительно. Мне кажется, большинство людей, которые заходят на твою страничку в Инстаграме, они даже представить не могут, насколько ты глубокий человек. И ты знаешь что? Я знал о том, что ты имеешь такую идеологию и живешь по таким принципам, и хотел задать тебе этот вопрос. Буквально вот он следующий был в моем списке. Мне интересно, как парень из обычной семьи, который жил в обычном мире, где, как правило, эта информация не очень-то и доступна обычным людям. Твои родители хотели, чтобы ты стал юристом или адвокатом. Как ты пришел к тому, о чем ты сейчас рассказываешь? Возможно, это была какая-то определенная книга, которая все повернула, и ты стал изучать Вселенную, квантовую физику, углубляться в понимание реальности. Или, может быть, это был какой-то значимый для тебя человек, который высказался об этом, ты зацепился и дальше пошел сам развиваться в этом направлении. Это довольно интересно. Я действительно помню, как меня кто-то поддерживал, и я чувствовал, что кто-то извне поделился этой информацией со мной. Вообще-то, мне никто не рассказывал про закон притяжения и квантовую физику. Я нашел это в интернете. И я чувствовал, что кто-то меня подталкивает к изучению этого, показывал мне новости или какие-то видео об этом. Это трудно объяснить, но как будто меня подтолкнули к этому. Я понял, что для меня это важно, и что я должен это изучить. Не знаю, как объяснить, но я уверен, что это произошло со мной не случайно. Друзья, ну а так или иначе, наше сегодняшнее интервью было связано с криптой, потому что Карл самое что ни на есть криптомиллионер. Я в том числе сейчас, если вы следите за моим инстаграмом, знаете, полностью в этой индустрии и хотел бы вам дать некоторые рекомендации по этому поводу. Если вы хотите начать какую-либо коммуникацию с индустрией криптовалют, вам нужно сделать первые шаги. Допустим, купить первую крипту. Как раз таки одна из основных деятельностей Карла — это криптотрейдинг. И очень важно, если ты начинаешь какую-либо коммуникацию с криптой, пользоваться надежной биржей. Именно такая биржа является спонсором сегодняшнего видео. Биржа BitGet. Она входит в топ мировых бирж по объему ликвидности, торгов, и в целом она очень защищена. Если вы в рынке крипты, вы знаете, что недавно случился крах FTX, второй в мире биржи криптовалютной вообще, которая существовала. В связи с этим нужно подходить к выбору бирж очень аккуратно. BitGet отличается тем, что она, в отличие от многих других бирж, не вносила санкции для русскоговорящих людей. И вы без всяких ограничений можете, находясь в России, в Беларуси,
Беларуси или в странах СНГ регистрироваться на этой бирже, пополнять баланс и не бояться за то, что ваш счет заморозят или у вас не получится вывести ваши средства. Биржа также не требует верификации, вы спокойно можете выводить достаточное количество денег, торговать, покупать какие-то криптоактивы в долгую и так далее, и так далее. Я сам пользуюсь BitGet, торгую. Недавно была ситуация с Solana, я ее шортил на BitGet. Покупаю криптоактивы и даже прямо вот в данную секунду, в данный момент у меня там лежат средства. Поэтому очень рекомендую, ссылочка будет в описании. Ну а мы продолжаем. Скажи, пожалуйста, как ты видишь Дубай через 20 лет? И готов ли ты и смог бы ли ты, как ты чувствуешь, прожить здесь последние дни своей жизни? То есть вот до самой старости прям. Я не думаю и не планирую на такой долгий период вперед. Не планирую свою жизнь на полгода или год вперед. Я всегда иду с потоком. Живу здесь и сейчас. Конечно, я очень люблю Дубай. У меня тут есть офис, это важная причина оставаться здесь еще какое-то время. И еще тут очень безопасно. Это очень важно, особенно для людей из криптобизнеса, известных людей. Очень важно быть в безопасности, так как мир сейчас опасен. В Европе, США и, я думаю, в России тоже. Если у тебя есть дорогие вещи, часы, машина или много подписчиков, и ты известен, это может быть небезопасно. А Дубай очень безопасный город. Я очень люблю его именно за это. Я встречаю очень много классных людей здесь, очень умных людей, которые находятся на одном энергетическом уровне с тобой. Некоторые думают, что Дубай небольшой город. Здесь есть, конечно же, и плохие люди, но в основном здесь все хорошие. Очень много людей и предпринимателей, которые действительно хотят сделать что-то хорошее со своей жизнью. Когда я жил в Швеции, я встречал очень много скучных людей. Я думаю, в Москве, в России тоже есть люди, которые застряли в своем старом представлении о мире. Я предпочитаю общаться с людьми, которые покинули свою страну. Очень много классных людей из России, Швеции, Америки. Очень много крутых людей приезжают сюда, и у них есть мечта и мотивация. Поэтому Дубай — это лучшее место для нетворкинга, и я его очень люблю. Я думаю, что это очень интересный ответ для русскоязычной аудитории, потому что все русские абсолютно считают, что где-то за границей по-другому, где-то за границей круто, круче, и в том числе в Швеции, это Европа, многие считают, что просто восхитительно, и все люди стремятся к развитию, и все хорошо. Я думаю, что очень познавательно для многих людей услышать такие вещи. И интересная мысль отсюда рождается, что все зависит не от того, что вокруг тебя, а от того, кто ты и что ты выбираешь. Скажи, пожалуйста, у такого человека, состоятельного, занимающегося спортом, не болеющего, не пьющего, не курящего, есть ли девушка или жена? Нет, я держусь подальше от этого. Пока что я фокусирую свое внимание на бизнесе и дружбе. Я считаю, мужчина достигает своего рассвета в 35-40 лет. Прямо сейчас я еще молод. Мне 28. У меня так много дел, которые мне хочется делать. Если сравнить последние 4 года из продуктового магазина с тем, чего я достиг сегодня, представьте, что следующие 4 года будут такими же сногсшибательными. Я думаю, так и будет. У меня в жизни еще очень много сюрпризов. Но пока я сосредоточен на работе и на себе. Я не готов впустить в свою жизнь девушку, и посмотрим, что будет через несколько лет, когда мне будет 35 или 40. Я согласен с тобой, потому что хорошие отношения, а люди, которые делают хороший бизнес, они делают в жизни все хорошо, и тяжело делать что-то иначе. Поэтому я солидарен с твоей позицией. Если делать и идти в отношения, то делать это круто, а значит убирать фокус бизнеса. Поэтому
Я согласен с тобой. Хочешь ли ты детей в будущем? Если да, то сколько? This I don't know. Тут я точно не знаю. Я не думаю об этом так много. На самом деле, думаю максимум на следующие 6 месяцев, максимум 1 год. Но в остальном я приму это, если это произойдет в будущем. Я думаю, что у таких великих людей, как ты, наступает тот самый момент, когда ты уже чувствуешь, что ты собрал настолько ценную информацию, настолько ценные знания и ценный опыт за свою жизнь, что это такое естественное чувство, которое проявляется, вероятно, на уровне инстинктов, когда ты хочешь передать свои знания дальше, продолжить свой род, когда ты понимаешь, что твоя жизнь конечна. И я думаю, что очень скоро, не обязательно очень скоро, но в какой-то момент мы услышим от тебя то, что ты хотел бы детей, или то, что они у тебя появятся. И я думаю, что ты будешь хорошим отцом. Yeah, let's hope. Надеюсь. Посмотрим. Yeah, I just really think that. Но я считаю, что сейчас мне нужно работать над собой, стать лучшей версией себя, которой я могу быть. И тогда я буду готов для чего-то большего. I'm ready to do other things. Но я действительно всегда стараюсь стать лучшей версией себя. И я нахожусь все время в прогрессе. Я хочу научиться большему количеству навыков. Я могу иметь больше деловых партнерств с людьми и много другого. Также я благодарен за то, что у меня уже есть, вместо того, чтобы гоняться за чем-то большим. Я также чувствую себя благодарным за то, что у меня есть. Даже простые вещи, как душ с горячей водой. Я благодарен за стакан воды, который я могу выпить и не заболеть. В некоторых странах нет чистой пресной воды, например. Поэтому даже самые маленькие вещи делают меня счастливыми, и я благодарен за это. Окей. Очень круто. Очень круто. Я прям вдохновлен тем, что, вероятно, если бы состоятельные люди жили по-другому, они очень быстро бы скатывались в черную дыру. Я думаю, со многими это происходит. Просто в черную дыру, когда тебе приелись все дорогие безделушки, которые у тебя есть, все твои успехи и результаты, и это как колесо сансары, тебе все время хочется больше. А ты тут самый пример, когда ставишь акцент на том, что у тебя есть дорогие часы, ты ценишь их, но при этом ты ценишь стакан воды или то, что ты можешь мыться под теплой водой в душе. Это очень круто, и я думаю, что большой пример для нашей аудитории. Вот так вот живут богатые люди. Они не перестают ценить простые вещи. Yeah, I think it's a good way to phrase it. Because I think the best Да, way to так и есть. Я уверен, что лучший способ привлечь хорошее в свою жизнь — это быть благодарным за то, что у тебя уже есть. Я думаю, энергия благодарности — это самая мощная энергия, которую вы можете излучать. Чувство благодарности за то, что вы уже имеете, позволяет притягивать то, что вам еще понадобится. Чувство изобилия позволяет притягивать еще больше изобилия от Вселенной. Чувство изобилия позволяет притягивать еще больше изобилия от Вселенной. Будьте благодарны. Это достаточно просто. И это приведет вас к большим успехам. Поэтому это очень важно. Ты часто заявляешь о том, что хотел бы внести свой большой вклад в общество. И уже на данный момент я знаю, что ты делал очень большие пожертвования в различные фонды. Я думаю, что о многом я и не знаю, куда ты жертвовал. Вопрос такой. Если брать глобально, если бы ты мог изменить 3 какие-то глобальные вещи на Земле, на планете. Взять пример, там, условно говоря, ты считаешь, что вот алкоголь это плохо, и ты бы запретил алкоголь по всему миру, убрал бы вообще все заводы, которые производят алкоголь, и даже стер его с лица земли на черных рынках. Какие 3 вещи, по твоему мнению, сделали бы мир лучше, и какие бы 3 вещи ты хотел бы изменить, даже если это сейчас кажется вообще абсолютно невозможным? Может быть, озеленить Африку?
Я не думаю, что я знаю, и я даже не претендую на то, чтобы быть кем-то, кто знает, как изменить мир. Но в целом, да, я даю деньги на благотворительность. Я перечисляю деньги в фонды, которые помогают детям с ограниченными возможностями. Потому что мой младший брат родился с тяжелыми формами инвалидности. Так что это моя возможность помочь пострадавшим от тяжелых заболеваний. Но я не думаю, что это действительно помогает людям. Просто получить деньги. Для детей с ограниченными возможностями, для благотворительности, для поиска себя это очень хорошо. Но когда дело доходит до случайных людей, нет ничего лучшего для меня, чтобы научить их, как изменить свое мышление и как привлечь в жизнь хорошие мечты. Тогда они стали бы богатыми сами. Я, может быть, давал кому-то деньги или говорил, как купить биткоин, но прежде всего у них должен быть правильный настрой. Люди, которые выигрывают лотерею, они получают большие деньги, но у них нет мышления быть богатыми и здоровыми. Наличие больших денег не обязательно означает, что у вас есть энергия быть успешными и выдающимися. Я хочу помочь людям научить их быть выдающимися и известными. Я создам много миллионеров, миллиардеров, известных певцов и просто популярных людей, такими, какими они захотят быть. Закон притяжения может помочь найти выход ко всему, что вы хотите. Закон притяжения может помочь прийти ко всему, что вы захотите. Да, я с тобой полностью согласен. Это просто удивительно, что ты такого мнения и понимаешь, что абсолютно бесполезно жертвовать деньги просто, допустим, инвалидам, когда можно было бы, к примеру, подарить им курсы по программированию. Вот представим, что есть кампус инвалидов, ты им жертвуешь деньги, чтобы они жили лучше питались, а можно пожертвовать деньги, чтобы они проходили курсы по программированию, и лучшие из них получат от тебя, к примеру, компьютеры для того, чтобы они могли дальше работать. И это настоящая благотворительность. Я просто с каждым вопросом удивляюсь с твоей жизненной позиции и очень рад, что такие люди вообще есть на планете. Мне кажется, у тебя получится, и слушая даже вот это видео, даже вот это интервью, многие возьмут для себя разные классные вещи, которые смогут использовать в своей жизни и стать кем-то успешным. Спасибо. Какие бы ты посоветовал молодым ребятам, которые только начинают, 3 книги для того, чтобы начать свой путь и изменить свою жизнь? Я знаю, что ты много читаешь, поэтому такой вопрос. Есть одна книга под названием «Думай и богатей». Книга, в которой затрагивается закон притяжения мыслей. Думаю, это отличная книга, способная научить вас контролировать мысли, как вы думаете о своей жизни. Это очень знаковая книга. Я бы также порекомендовал книгу «Как завоевывать друзей и оказать влияние на людей». Это хорошая книга. Она больше о том, как вести себя, чтобы люди захотели с вами общаться и работать. How to win friends and influence people. The title is pretty. В названии довольно точно описано, о чем эта книга. Вы можете влиять на людей в хорошем и в плохом смысле. Увидеть большое влияние и зависимость от того, как вы говорите, как действуете. Если вы интересуетесь криптой и биткоином, я бы посоветовал прочесть книгу «Биткоин стандарт». Это книга о системе мониторинга и о том, почему биткоин имеет ценность. Например, зачем он нужен, почему он важен. Это отличная книга. Это все о разуме, это все о крипте. И очень важно понять, зачем это нужно и почему. И понять, насколько большое влияние это будет иметь в будущее. Я думаю, каждый должен прочесть эту книгу. Я думаю, что можно пройтись по твоему офису. Мы сейчас находимся в офисе Карла, и он покажет, как здесь устроено. Но перед этим последний вопрос. Если бы ты встретил Сатоши Накамото, и у тебя была бы 100% информация, что это он,
что вот это реально он, и он реально создал биткоин, что бы ты ему сказал? Да, я, конечно, хотел бы узнать настоящую причину, почему он создал биткоин. Но в целом, я думаю, хорошо, что никто не знает, кто такой Сатоши Накамото. Хорошо, что нет никого главного в этой технологии. И нет никого, на кого можно было бы указать пальцем. Customer service. There's no one you can point a gun to and make them shut everything down. Like there's no one you can go to and you know. Я надеюсь, что никогда не встречу Сатоши Накамото. And I want to keep it that way. So I hope I never meet Satoshi Nakamoto. Ну что, пойдем посмотрим твой офис. Спасибо тебе за ответы на вопросы. Давай. Okay, it's like entrance, yeah? Yeah, this is the entrance. Да, здесь находится вход в офис. The reception area. Это вход в наш офис и ресепшн. Thank you. Yeah. So when Это комната для переговоров, где мы проводим большие встречи с нашими партнерами, гостями или просто придумываем новые идеи. with Иногда утром приходят гости, иногда приходят сотрудники, и мы всегда можем комфортно пообщаться с нашими инвесторами или обсудить наши будущие проекты. could be yeah, just clients and investors or people that I want to invest in, and yeah, that's like the meeting room. Okay. And then Здесь у нас еще тоже очень много комнат, и это особенная комната, мой кабинет. most important room, yeah. This is my office, my room. О май гад, массаж. Это массажное кресло, конечно, без этого я не могу. Yeah. Yeah, For good energy, yeah? yeah, it's nice. It's nice. Это очень полезно для здоровья и для энергии. Very beautiful. Very. I can turn off the view if I want, like this. Здесь прекрасный вид, и есть очень необыкновенная опция, которую я очень люблю. Being your С mind. помощью этого пульта я могу сделать стекло непрозрачным. This is more. Я использую это для медитации или для встречи с клиентами. Когда приходит кто-то, кто не хочет быть увиденным. I have secret meetings with the cool people that don't wanna, be seen. Yeah. I can do that. But this is unnecessary, right? This is a little bit stupid. But it's fun. Да, это очень круто. Try it, it's fun. Да, я попробую. In the middle. Допустим, представим, что я стою на втором или третьем этаже, включаю окно и смотрите, как я высоко, какой красивый вид передо мной. Another time, you have not like this. You have not iMac. Yeah, I got this. Совсем недавно я купил себе новые компьютеры и новые экраны для того, чтобы с большим комфортом работать. А вот это очень прикольный подарок от моего русского коллеги, который записывает звук для наших рекламных роликов. У меня есть канал, где я рассказываю о крипте, и он помогает нам делать ролики для русской аудитории. Vlad, he gave me. Он подарил мне этот проигрыватель. And you can listen music? Really? Конечно, я могу слушать музыку прямо здесь. Сейчас я тебе покажу. У меня здесь есть любимый винил. Как сказать, я мечтаю. I dream about it. Yeah. Oh my god. It's nice. Yeah, very nice music for this picture. Yeah. It's fun, right? Yeah. And most of these things are gifts that I got from people. Я украшаю свой кабинет тем, что мне нравится. В основном здесь подарки, а это... У меня достаточно популярный блог на YouTube, где я показываю, как я живу. Показываю свои любимые машины, яхты, самолеты. Я показываю свой образ жизни, то, чего я добился. Blog channel, I focus more on mindset and law of Блог о криптовалюте рассказывает больше новостей из индустрии, об изменениях и немного учит тех, кто хочет работать с криптой. how to make money in crypto. Okay, very nice. And I think this is important for you.
Yeah, I mean, Здесь журналы, в которых есть публикации, рассказывающие обо мне. Я храню это все, мне это очень нравится. Эти журналы — это те самые картинки из детства, о которых я мечтал, когда хотел стать известным и богатым. Yeah, in some books. Okay. Yeah. Okay. Very nice. Yeah, it's cool. I like it. This is Здесь кабинеты моих сотрудников, но сегодня суббота, поэтому никого нет, но мы можем посмотреть. this is yeah, Здесь сидят юристы, people sitting there, здесь те, кто занимаются финансами, and then а здесь сидит мой друг и коллега, CEO of основатель криптоигры. a crypto game that we're launching right now. У него очень красивый вид в кабинете. Посмотри. Oh my God! Look, some people see the football. Yeah. Yeah, 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 Very nice. Waterfall. Oh my God. yeah. Yeah, I love this office. It's Я люблю этот офис очень. Он яркий, светлый и очень энергетически позитивный. Spent many money for. Я потратил достаточно много денег, чтобы привести этот офис в состояние, которое помогает мне работать. Мы арендуем это пространство, но полностью его изменили, сделали его персонализированным. cool office. Ну что ж, а сейчас мы идем смотреть на то, что подтверждает в реальной жизни результаты Карла. Пойдемте. О май. Ого! Какая машина, Карл! Это моя машина-мечта. I never ride in the. Я никогда не видел такую машину. Cool, right? Это очень крутая тачка, и это всегда было мечтой. Именно эта модель. Nice. How much? Она дорогая? I think I paid like Эта машина стоила мне 250 эфиров. Я заплатил криптовалютой. yeah, I put you can see В салоне можно было рассчитаться прямо криптовалютой. А здесь на колесах я специально заказал, чтобы было написано мое имя. sometimes it Машина очень низкая, и иногда, когда я переезжаю лежачие полицейские, я порчу себе бампер. legendary car. Crazy car. Oh my God. The Bugatti Это легендарная машина. car ever made. Бугатти сделали ее самой первой, поэтому у этой машины есть не только красота, но и историческая ценность. Historical. Она очень быстрая. Это самая быстрая машина в мире, и она легендарная. I have the number one car. Я мечтал об этой машине, когда был ребенком. What car I want. This would be Если бы кто-то в любой момент спросил меня, какую машину я хочу, я бы сказал именно эту, Bugatti Veyron. What do you say about this car? It's most expensive or most fast? It's a very very beautiful. Что ты скажешь о своей машине? Она только дорогая или она самая быстрая? В первую очередь, это очень красивая машина. Это реализация моей мечты. It's fun to drive. It's easy to drive, and it's very fast. Very fast. Oh my God. Сейчас я поднял машину повыше, поэтому мы не зацепили лежачий полицейский. Но сейчас я опущу вниз, чтобы мы могли по-настоящему разогнаться. Crazy. Ребята, я о Bugatti Veyron слышал, наверное, только в детстве. Знал всегда, что это самая дорогая или одна из самых дорогих машин в мире. И, собственно, все. Вот я еду в ней. I have some fast questions for you. You can say only yes or no. Несколько вопросов. Something. Отвечай мне, пожалуйста, да или нет. Okay, Bitcoin or Ethereum? Bitcoin. Sam Bankman-Fried or Changpeng Zhao? CZ. Yeah, okay. Christian or Da Vinci? Both. Burger or salad? Burger. Summer or winter? Summer. Day or night? Day. New car or some more Bitcoin? More Bitcoin.
Instagram or YouTube? YouTube. Mother or father? Both. Son or daughter? Also both. I don't care. Okay. Trust Wallet or MetaMask? I don't use anyone. What you use? What you use? You have Ledger or? Well, I use my own app, Casta. I put Я использую приложение, которое мы создали сами. a wallet, and this is Это режим максимальной скорости. Давай попробуем. Oh my God! What is it? I was in a racket or what? it's fast, yes. Oh my God! Crazy, crazy. One and only Carol. That's fun, right? Это просто жесть. Что сейчас было? Мы едем, и у меня ощущение, что мы просто взлетаем. По сторонам расплавляется вообще все, что ты видишь, оно просто расплавляется вот так вот, как будто в видеоиграх. Начинает смазываться. Я на таких скоростях, мне кажется, вообще никогда не ездил. It's 1000 horsepower, and I changed the exhaust, so now it's more У horsepower. этой машины ровно 1000 лошадиных сил, но мы чуть-чуть внесли изменения, теперь 1060 лошадиных сил. Elon Musk or Carol the Moon? Carl. Okay. Если ты встретил Илона Маска, What you say? что бы ты ему сказал? I don't know. I would just say. Я не знаю. I mean, Я сказал бы «привет» и все. I would be more interested in knowing what he would tell me. Меня бы больше интересовало, что он спросит у меня. You know what? Can I go around? I think you will. И я уверен, что в ближайшие 2 года он сам позвонит мне. In a few years, he's gonna be the one calling me Yeah. for sure. Crazy. Crazy. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Very beautiful sunset. Что происходит вообще? Я не понимаю. Карл, спасибо, что пришел. Спасибо, что согласился на интервью. Thank you for having me to do interview together. It was very nice. I really happy to can do it. And до новых встреч. Как будет до новых встреч? And see you, my friend. Спасибо. Yes, very good. Eh? Спасибо, удачи тебе. Ты делаешь очень крутые проекты, ты сумасшедший в хорошем смысле слова. Было очень круто, спасибо тебе большое. Thank you so much. Давай. Good day to the moon.